Юбилейная программа «Артефакты» от подписчиков 13. Гидра. Комментарии зрителей. Написала Вера. То, что я вижу и чувствую, не подлежит никакому описанию. Ранее я этого не знала, ни в коей мере, и более того была убеждена, что это плод воспаленных фантазий. Я испробовала все, и нет у меня больше сил на борьбу с этим подселенцем. И ведь так тихо, незаметно и медленно он завоевывал все тело. Только теперь, когда я нападаю на него препаратами, он реагирует через звуки и функции тела. Вот это уже паника и ужас любого охватит, но не меня. У вас есть опыт борьбы с такими сущностями? Он плетется, как лоза винограда, по всему позвоночнику и всем суставам и связкам. И самое плохое, что под волосистой частью головы и между черепом его просто море. Особо пристальное внимание с его стороны обращается на людей с большим потенциалом. Для этого подряжаются уже демонические сущности более высокой иерархии. Я обратила на это внимание. И находясь в течение 15 лет в ужасных муках, только этой весной я увидела и услышала что-то. Он материализовался, и я с ним пыталась говорить. Что все это значит и как с ним полюбовно разойтись? Его ответы – это вибрации по лимфосистеме. Как электричество вибрирует в теле, плюс лихорадка, озноб с тазобедренной зоной по спине, рукам и в голову. Или как высокочастотный писк, а то курлыканье, как журавли. Но все это выглядит встревоженно, и тело все обомлеет, и я не могу пошевелить даже пальцами. Но через силу начинаю двигаться, вообще ситуация не из приятных. Кроме того, эта сущность мне поразила зрение, слух, челюстной лицевой аппарат полностью под ним. Речь тоже нарушена, и я даже кушаю с трудом пищу. Ему не нравится препарат камфора. После инъекции начинается такое движение в голове и звуки, как эфир. Блин, жестко это все, меня хоть и крутит-мутит, но пока что абсолютно полного перехвата нет. Вот вам сколько лет? Моему-то телу уже 63 годика. Я за это время все проанализировала и пришла к выводу, я поражена в утробе матери, и доказательства этому есть. Если это лигакала, то может быть еще не так жутко, но если это энергетический вампир, то пипец полный. Я пыталась его сфотографировать, а он в это время меня лишает возможности двигаться. И потом он такой ужас наводит в голове, транслирует панику и страх. Я в этом разбираюсь, и силой воли ушла от страха, и он просел сразу. Вот последние дни он и на камфору так не реагирует, тишина на любой дозе. И я думаю, что бы это могло значить. Какие-то соображения, конечно, есть. Я ведь ядами лечусь и вижу, как он их не любит. То, что он сделал с моим лицом и телом, метаморфоза жуткая, и человек гораздо быстрее изнашивается под его влиянием. Вот такие вот заметочки от Веры. Написал Пуранжа Перун. Здравствуйте, Валерий, я ваш подписчик из Словакии и тоже альтернативщик. Да, вот так живешь и не думаешь, что наш брат-альтернативщик есть не только в России. Явление-то повсеместное. И вот дальше пишет, и с нашими динамы это то, что реально удалось, мы в народе не используем это слово «история», оно не наше, что-то убрали и что-то осталось в местных хрониках. Я не понял, что такое слово «деинамы». Пуранжа Перун написал на русском языке, но правда на ломаном русском, но все-таки русском языке. Человек-то наш славянин. Я как можно это дело поправил, чтобы было понятно, но вот где-то что-то недопонял. Пишу вам касательно к вашему ролику «Моллюски Гидра». У нас в Словакии есть 1000 замков на такую маленькую землю. Всегда думал, почему именно здесь. И при том, что в школе учили за социализм, что у нас не было собственной шляхты и дворянства. Очевидно, он тут имеет в виду национальные элиты. Так для кого были эти 1000 замков на пиках гор, труднодоступных гор? Не знаю, как на Руси, но мы в 13 веке остановили Унгарию, не путать с Венгрией. Мы сопротивлялись вместе с Владимиром Седьмоградским Риму. Наш вождь был Матушчак Тринчанский из города Тринчин. Он себя за гуна провозгласил, а Рим за врага славян, и остатки орды Атилу, разбросанных по Панонии, на службу призвал. И также до самой смерти не был никем побежден. Вот знаете, историю славянских государств надо тоже изучать, мы ничего о них не знаем, хотя они такие же славяне, как и мы. Мы знали, против кого воевали, против рыцарей в доспехах без хребтовой кости. Так называется в народе позвоночник. И до сих пор у нас человек подлый, крутой, предатель и вообще злой
Называется свинья без хребтовой кости, или у него хребта нет. Думаете, совпадение? И еще интересно, в начале 19 века все замки у нас были целые, что видно по картинкам с той эпохи, но в 20-х годах 19 века было тотально разрушено 90% из тех тысяч замков, как при бомбардировке. Уцелело только 4 замка. Вот это очень интересная информация. Я это время, когда шло уничтожение этих замков по всей Европе, я-то думал, это был век 17-18. А тут прямо 20-е года 19 века, вот же. Был разрушен в том числе и замок Матуша нашего вождя в Тринчине. Но что с остальными случилось, никто не знает. Хотя многие интересуются. И это все при том, что у нас никогда не было гражданской войны. Александр. Сижу сейчас, смотрю документальный фильм про океан. И там показаны разные виды моллюсков, и почти у всех у них есть оба половых органа, и они гермафродиты. И тут до меня доходит, что те, кто, так скажем, ходили в рыцарских доспехах, тоже были таких привычек, от кого и пошел гомосексуализм в кругах элиты. Возможно, что гомосексуализм был до этого и в природе, но он явно замечается у верхних кругов типа депутатов, которые здороваются минетом. Не магия, даже про этот видос обзор делали на лайв-канале, и церковную всю эту делюгу. И стикеры сегодня увидел в Телеграме, там создатель Фейсбука сравнивается с рептилоидом. Когда наткнулся на них, тоже вспомнил о том, что рептилии – это козлы отпущения для моллюсков. Мия Ра. Еще раз пересмотрела видео и увидела, что идея автора об умном паразите сильно расходится с реальностью. Иначе зачем паразитам убивать себе подобных, рисковать своей жизнью, на тех же дорогах курить и так далее? Вывода 2. Либо тот паразит совсем не обладает интеллектом и, возможно, может влиять на какие-то гастрономические предпочтения, не больше. Либо этот паразит не является паразитом и придуман специально для того, чтобы управлять телом, а соответственно далее понятно для чего. Мое подозрение, что гидры – это материальная ответная часть, вот я так считаю, думаю, лярвы. Лярвой заражают на информационном уровне, не подсаживают даже, а создают условия, чтобы мы зациклились и сами ее породили, а потом она уже формирует материальное тело. Ну, вот такая у меня догадка. Не знаю пока. Марина Бойко. Все подобные теории основываются на ложных утверждениях в расчете на то, что большинство людей плохо информированы и не станут углубляться и проверять. Так и это. Тут через раз подается откровенная деза вроде того, что лимфатическую систему в медицинских вузах не изучают. Я вам скажу, что не только изучают вполне себе углубленно, но существуют и научные исследовательские институты лимфологии, занимающиеся исключительно этой отраслью медицины. Да тут времени не хватит перечислять откровенные ляпы, которых у любого рядового врача вызовут только смех. Нет, я, конечно, уверен, что лимфу изучают очень углубленно, потому что она влияет на всю цивилизацию, но только мы не видим результатов этих изучений, вот в чем проблема. А такие общие слова, как «да все там изучают нормально, вы не парьтесь там, жрите свою траву», ну, это тоже, в общем, можно сказать, троллинг. Гарри Гесс. У моего друга при удалении опухоли удалили много лимфоузлов. Менее чем через полгода его бешено потянуло на эзотерику, изучение вед, психологии и много чего другого. Вечное Евангелие. Вот откуда выражение «червячка заморить». Кстати, это да. Что-то там в животе действительно урчит и ворочается, когда жрать хочет. Я тут видос готовлю, как его можно реально выманивать и выплевывать из себя. Очень простая метода. Алексей Алира. Очень опасная статья, на уровне размышлений. Короче, бла-бла. Только лабораторные исследования могут открыть правду. А так пособирали грязь по всемирной помойке. Все правильно, никаких доказательств нет. Так подумать, один какой-то соплю высосал, которая шевелится, и развил тему. На то, чтобы провести исследования, нужны ученые, деньги, гранты, а их никто не даст. Танита И. Спокойно, товарищи. Такое впечатление, что нас все стремятся напугать. Может, оно и в самом деле внутри нас живет. Зловредная гидра. Бррр. Но давайте разберемся, что называется буквально. Из биологии известно, что лимфа – это влага, причем чистая, и в ней плавают лимфоциты, клетки-защитники. Это те, которые выходят в виде гноя, когда повяжут, в кавычках, какой-нибудь стрептокок. Ну а гидра что же? Это тоже жидкость, вспомните гидравлический насос.
Вот этот насос, вероятно, и есть наша лимфатическая система. Как-то же мы должны аккумулировать воду в качестве запаса, чтобы не пить постоянно. И так я обещала буквально. Не будем верить всяким типа древним гравюрам, где изображен змей. Змей это совсем не гидра. Тогда при чем тут змей? Ищем значение словосочетания «система лимфатикум». Каждое из этих слов, в свою очередь, тоже является составным из более простых корней, так скажем. Разобьем следующим наиболее естественным, на мой взгляд, образом. Сис, тема, лим, фати, кум. И воспользуемся Google переводчиком. Небольшое отступление. Когда-то давным-давно Бог, который Яхве, разгневался на людей за то, что те стали строить высоченную Вавилонскую башню, чтобы его Бога достать. Кстати, есть такая, вернее ее остатки, в Каппадокии, нынче Турция. А рядом все каменные дома оплавленные. Вы погуглите, есть на что посмотреть и о чем подумать. И вот испугался, видать, Бог, и разрушил он башню, и разделил Бог язык людей, чтобы они перестали друг друга понимать, все помним. И перестали люди понимать друг друга, и начались войны, что мы сейчас и имеем. Но язык-то всего лишь разделил, уничтожить язык нельзя, ибо это машинные коды центрального процессора по имени Логос. Или думаю, что правильнее голос. Слово исказили, получили логос. Есть ли этому какие-нибудь подтверждения? Судите сами. У нас есть рука, но действие ею производимое брать, а должно быть рукать. А может ли быть так, что у нас не рука, а бра должна быть? И в самом деле по-французски рука «le bras». Это я к тому подвожу, что был единый проязык истинных кодов, на котором люди общались с логосом, голосом, нашим настоящим богом. Сейчас их 98. И истинное значение слов, являющихся проекцией образа, все еще можно найти в других языках. Интересно, что по большей части очень редких, которые дотошные люди не будут изучать. Итак, мы посредством языка ищем изначальные образы и пробуем понять, насколько это может быть вредно или полезно для нас. Больше нам ничего не нужно. Нас больше никто не сможет ввести в заблуждение тогда. Какие бы страшные и убедительные картины нам не рисовали. Так и действовали язычники, они коды знали. Вот так, а нам про каких-то идолов толдычат. Ну так что же нам скажет Google переводчик? Напоминаю, ищем значение сис, тема, лим, фати, кум. Смотрим. Не буду переводить все значения. Вкратце. Лим. Клей, тяжелый, лимфоцит, лайм, объем. Изначальный образ тягучий. Фати. Разрушить, разорванный. Изначальный образ, по-видимому, разрушать, разрывать по количеству совпадений. Кум. В основном сперма и как соединение во всех языках. То есть лимфатическое – это, по сути, связывающее. Сис. В основном, а конкретно на 89 языках, обозначается слово как системный или сестра. Тема. Изначальный образ темный и время. То есть истинное значение системы – это темная сестренка. Уже слышу возмущенные возгласы. Ерунда! Но позвольте, разве система нас не доит? А как вам выражение «против системы не попрешь» или, может, в качестве темной ее не подходит? Тут вопрос один. Чья она сестра? Я для чего все это проделала? Думаете, мне делать нечего? Я сама, как все, чувствую, что что-то происходит. Не знаю, правда это или ложь. Вот нашла такой способ, делюсь со всеми. Ищите изначальные образы. Только так мы сможем восстановить изначальный проязык. И на нем должна говорить вся планета. Ну, тут я от себя замечу, что Танита И это просто молодец. Я ведь то же самое утверждаю, что русский это только лишь одна часть этого общего языка, который разделен был. Вот в чем смысл-то. Александр Клопотар. Скорее всего, после смерти ее извлекают, или ее части, элементы, и вселяют, там же в больнице, просто переместив в другой корпус здания, роддом называется. И вселяют в виде инъекций, вакцин новорожденным, так и переносят новому хозяину. Подселяют. Почему наши предки тела-то изжигали, не давали возможности переселяться этой гадости? Саша, Красноярск. Мне тут коллега рассказал, что его жена долго болела, был какой-то непонятный кашель, огромное количество слизи и не проходило это все. А вылечиться получилось после того, как стала употреблять горчицу. Как ни странно, я мучился подобным много лет. Периодическое нашествие слизи, которое забивает нос, горло, особенно после того, как поешь сладкого.
Съедаешь шоколадку, и эта слизь чуть ли не как пена, и кашляешь, и сморкаешься минут 10-15, а потом раз, и все опять нормально. Купил пакет белой горчицы, продают в магазинах семян, перемолол в блендере и стал добавлять по чайной ложке в еду. Слизь пропала. Не думаю, что это связано с лимфатической системой, но кто его знает. Лила с вами. Классный логин. Надо тоже что-нибудь такое сделать. Валера с вами. Год назад получила знание о том, что лимфа при эволюции человека и увеличении количества его ДНК может течь в другую сторону. Взято из книги «Заповеди богов». Так это значит, судя по клапанам в лимфосистеме, она обеззараживается. О, Валера, тогда я думала, что науке это противоречит, но абсолютно доверяю своему духовному учителю. Я захотел узнать ответ на этот вопрос, и ты мне его дал. Возможно, мой комментарий будет тебе полезен. Еще как полезны, поэтому-то я их и озвучиваю. Алексей Е. Лечение голодом и плодами достаточно эффективно, но совсем неверный взгляд на слизь. В этом видео слизь позиционируется как причина, хотя выделение слизи – это всего лишь следствие. Слизь выделяет лимфатическая система, которая утилизирует грибки, микроорганизмы и яды. Причина выделения слизи – это отравление организма ядами и паразитами. Например, та же овсянка, наоборот, выполняет роль сорбента в организме и когда проходит по ЖКТ, собирает на себя много ядов. Ну, по официальной медицине все правильно, вопросов нет. Виталий Семенов. Доброго дня, благодарю за видео. По поводу лимфатической системы вопрос открыт. Что касаемо заражения грибами, плесенью, действительно так. Всех людей заражают намеренно. Более того, микроорганизмы консолидируются в ключевых органах в замкнутые колонии и имеют коллективный разум. Раздражительность, шизофрения, пристрастие к отравленной еде со временем меняют характер. Человек превращается в ходячую колонию без принципов и совести. Хлор и мироместин – сильнейшие ядохимикаты. Вместо них для обеззараживания используют коллоидное серебро. Ни один патогенный организм не устоит против коллоидного серебра. Изготовить можно с помощью относительно недорогих приборов, лучший из серебрителей воды Георгий. Перекись водорода, пищевую соду, похоже, намеренно отравляют добавками, вызывающими интоксикацию и мощнейшую аллергию. Начните с чистки органов касторовым маслом. Пейте осеребренную воду. Каждый день ешьте живые ростки зерновых или бобовых. И будете здоровы. Валерия Казнина. Чтобы победить гидру, надо понять ее. Для этого сами станьте мысленно гидрой. Но это на ментальном уровне, а на физическом постарайтесь понять всех, кто вам не нравится, всех по очереди. Наступает момент, когда вам становится вашего врага жалко. Вы даже ему помочь захотите. Вот тут все и произойдет. Вы поняли эту самую гидру и победили. Я очень хорошо поняла, что мы можем быть как собой, так и гидрой. Тогда и выбирать не приходится. Нео и агент Смит одно и то же, только в другой ипостаси. Джонес Глобал. Есть у меня одна история. 5 лет назад начались проблемы со здоровьем. Сидел в баре с друзьями, схватила желчный пузырь или печень, не понял я. В глазах помутнело, думал, сейчас умру. Потом отпустила. Никогда не обращал внимания на рацион питания, не заморачивался. В течение нескольких дней каким-то образом попалось мне на глаза одно видео. Чувака звали Джерихо Сунфайр, можете загуглить. В его видео я нашел для себя много адекватных тезисов. Он упоминал о питании сырой растительной пищей как стадии своего перехода к неедению. И я просто решил попробовать, без всего того бреда в мыслях, которые в обилии присутствуют в комментариях. Я питался так месяц, ощущал явные улучшения по всем показателям, как в физическом плане, так и в плане работы мозга и внимания. Я решил пойти дальше. Еще 8 дней я вообще ничего не ел, а пил только воду с медом. То, что происходило со мной за эти 8 дней, я до сих пор не могу ни до кого донести. Люди просто не воспринимают. Вкратце я могу описать это как просветление или познание. В общем, называйте как хотите. Я многое постиг, мое сознание вышло совсем на другой уровень работы. Сильно похудел, решил остановиться, несмотря на то, что был невероятно счастлив, чувствовал абсолютную любовь ко всему, энергия била огромным гейзером вопреки всем правилам. После этого опыта всерьез погрузился в изучение питания и всего, что с ним связано. Сегодня не отношу себя к какому-либо направлению питания, считаю, что неправы все.
Долго работал, экспериментировал над своим рационом. Мясо не ем. Потребление трупов просто невероятных масштабов глупость людей, указывающая, насколько человек спит и далек от Бога. Для меня это очевидность, а для вас? Написал Иван. Валерий, здравия. Не смог удержаться, не написать в личку. Попробовал эксперимент с фольгой сегодня. Так, понятно, это второй фильм «Остеохондроз». Закрываем позвоночник фольгой. Я просто восхищен эффектом. Дома как раз завалялся алюминоскотч. Жена прилепила мне на позвоночник 3 полосы внахлёст, чтобы уже наверняка. Просто мгновенно появились интересные ощущения. Будто внутренние органы задышали. Жене даже не стал сразу озвучивать, подумал, ну самовнушение. Но проснулся я сегодня раньше, чем обычно, и полон сил, хотя в последнее время все уже было иначе. И поясничный отдел не был затекшим, как обычно. Короче, все мои догадки подтверждаете. Ну что ж, я рад, что мои изыскания кому-то помогают. Желаю всем успехов в постижении окружающего мира и самого себя.